Отсчитываем 3 петли и между третьей и четвертой петелькой завязываем узелок. Теперь эти 3 петли закрываем. Закрывать петельку начинаем с правой стороны. Продеваем петля через петлю. У нас получается новая петелька. Мы ее для удобства отмечаем маркером. Закрываем следующую петлю. И опять получившуюся петельку отмечаем маркером. И закрываем последнюю, третью петлю. И также отмечаем маркером. Соединяем вязание в круг, хвостик опускаем вниз, снимаем первый маркер, захватываем переднюю стеночку петли и продеваем 2 петли от рабочей нити. Дальше со второй петли также снимаем маркер, захватываем переднюю стеночку петли и также продеваем 2 петли от рабочей нити. И в последнюю, третью петельку проделываем то же самое. Всего мы протянули 6 петель. И теперь, начиная вот с этой самой первой петли, мы ряд закрываем, продеваем петля через петлю и двигаемся по кругу. У нас получилось 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6-я петля. Теперь в каждую такую петлю мы должны сделать прибавку. То есть захватываем переднюю стеночку петли и в одну петлю мы протягиваем 2 петли от рабочей нити. Первая прибавка. Дальше захватываем следующую петельку и продеваем 2 петли от рабочей нити. Вторая прибавка. Третья прибавка. И так протягиваем до конца ряда. В каждую петлю мы протягиваем по 2 петли от рабочей нити. И всего мы должны протянуть 12 петель. И потом, начиная с самой первой петли, мы ряд закрываем. Вяжем следующий ряд. В первую петлю мы протягиваем 1 петлю, во вторую делаем прибавку, протягиваем 2 петли от рабочей нити. И так чередуем до конца ряда. В одну петлю мы протягиваем 1, во вторую мы протягиваем 2 петли, то есть у нас прибавка. Итак, продолжаем до конца ряда. В этом ряду мы должны протянуть 18 петель. И начиная с первой петли, мы ряд потом закрываем. Вяжем следующий ряд. 2 петли мы протягиваем в каждую по одной, в третью делаем прибавку. Итак, захватываем петельку за переднюю стеночку петли и вытягиваем петлю от рабочей нити 1,
Захватываем переднюю стеночку от второй петли и протягиваем петлю от рабочей нити. Протянули 2 петли, в каждую по одной. В третью петлю мы делаем прибавку. В эту петлю мы протягиваем 2 петли от рабочей нити. И так чередуем до конца ряда. 2 петли в каждую по одной. В третью делаем прибавку. Протягиваем 2 петли от рабочей нити. Итак, продеваем петли до конца ряда. В этом ряду мы должны протянуть 24 петли и начиная с самой первой петли ряд закрываем. Вяжем следующий ряд. 3 петли мы протягиваем в каждую по одной петле. В четвертую делаем прибавку. Итак, захватываем переднюю стеночку петли и протягиваем 1 петлю. Подхватываем переднюю стеночку второй петли, протягиваем 1 петлю. И подхватываем переднюю стеночку третьей петли и протягиваем 1 петлю. В четвертую делаем прибавку. Протягиваем 2 петли от рабочей нити. И далее повторяем эту комбинацию до конца ряда. 3 петли в каждую по одной. В четвертую прибавка 2 петли от рабочей нити. В этом ряду мы должны протянуть 30 петель и начиная с самой первой петли ряд закрываем. Дальше следующие 5 рядов мы вяжем без изменений, то есть захватываем переднюю стеночку петли и в каждую петлю мы протягиваем по одной петле. Сейчас у нас в работе 30 петель, поэтому мы должны протянуть 30 петель, ряд закрыть. Это будет первый ряд. И дальше вяжем также без изменений. 30 петель протягиваем, ряд закрываем. Всего нам надо провязать 5 рядов без изменений. В каждом ряду по 30 петель. Провяжите, пожалуйста, эти ряды самостоятельно. Итак, мы провязали 5 рядов без изменений, в каждом ряду по 30 петель. И дальше следующий ряд продолжаем вязать. Вяжем 4 петли в каждую по одной, в пятую мы делаем прибавку. Итак, как обычно, захватываем переднюю стеночку первой петли и вытягиваем 1. Во вторую петлю 1, в третью петлю 1, в четвертую петлю 1, а в пятую мы делаем прибавку. Протягиваем 2 петли от рабочей нити. 4 петли в каждую по одной, в пятую делаем прибавку. 2 петли от рабочей нити. И в этом ряду должно получиться 36 петель. И потом, начиная с самой первой петли, ряд закрываем. Продолжаем вязать следующий ряд. Теперь мы вяжем 16 петель, протягиваем в каждую по одной петле. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16. 16 петель протянули, в каждую по одной петле. В 17 петлю мы делаем прибавку, протягиваем 2 петли от рабочей нити. Дальше следующую петлю одну. И в следующую петлю еще одну, то есть 2 петли мы протянули еще в каждую по одной. И дальше опять мы делаем прибавку, протягиваем 2 петли от рабочей нити. И до конца ряда у нас останется еще 16 петель, протягиваем в каждую по одной петле. У меня закончился один моток пряжи. Теперь я присоединю второй моток в работу. Для этого раскрываю петельку на рабочей нити, чтобы у нас был хвостик. Тот хвостик, на котором закончился моток, и хвостик от новой рабочей нити я завязываю на узелок. При этом совмещаю петельки, чтобы они находились на таком же расстоянии друг от друга, как находятся петли на рабочей нити. И завязываю узелок. И продолжаю вязать дальше, протягиваю до конца ряда в каждую петлю по одной петле. В этом ряду мы протянули 38 петель, и начиная с самой первой петли мы ряд закрываем. Вяжем следующий ряд. Первые 17 петель мы вяжем в каждую петлю по одной петле. Протянуть нужно 17 петель, 2, 3, 17 петель протянули. Дальше 18 и 19 мы должны убавить. Подхватываем за переднюю стеночку 18 петлю и подхватываем за переднюю стеночку 19 петлю, и 2 петли провязываем одной петлей. И сразу же вторую убавку. Также подхватываем за переднюю стеночку одну петлю, вторую петлю подхватили и протянули. Сделали убавочку. И дальше до конца ряда мы должны протянуть также 17 петель, в каждую петлю по одной петле. И в этом ряду у нас получилось 36 петель, и начиная с самой первой петли мы ряд закрываем. То место, где мы вязали прибавка, 2 петли, прибавка, а в следующем ряду делали 2 подряд убавки, я отметила это место маркером, для того, чтобы нам его не потерять. У нас тут должен быть носик. Это место не очень бросается в глаза, но потом, когда мы будем набивать голову, этому месту надо будет уделить особое внимание. И дальше продолжаем вязать следующий ряд. Следующий ряд мы вяжем 4 петли, мы протягиваем в каждую по одной, 5-ю, 6-ю мы убавляем. Итак, захватываем переднюю стеночку первой петли, вытягиваем 1. Дальше вторую петлю вытягиваем 2, в третью петлю вытягиваем 3 и четвертую петлю вытянули,
а пятую, шестую мы убавляем. То есть захватываем переднюю стенку пятой петли и сразу же переднюю стенку шестой петли. И петлю от рабочей нити продеваем через эти две петли. Сделали убавку. И так продолжаем до конца ряда. 4 петли в каждую по одной. Пятую, шестую убавляем. И в этом ряду у нас должно получиться 30 петель. И начиная с самой первой петли, ряд потом закрываем. Следующий ряд мы вяжем без изменений. Протягиваем в каждую петлю по одной петле. Мы должны протянуть 30 петель. 30 петель протянули и начиная с самой первой петли ряд закрываем. Вяжем следующий ряд. 3 петли мы протягиваем в каждую по одной, четвертую, пятую убавляем. Протягиваем 1, 2, 3 петли протянули. Четвертую, пятую делаем убавку. Захватываем за обе стеночки петли и протягиваем петлю от рабочей нити. Сделали убавку. И так продолжаем до конца ряда. 3 петли в каждую по одной, четвертую, пятую убавляем. В этом ряду у нас должно получиться 24 петли. И потом, начиная с самой первой петли, мы ряд закрываем. Вяжем следующий ряд. 2 петли протягиваем в каждую по одной, третью, четвертую делаем убавку. Протягиваем первую петлю, вторую петлю, а третью и четвертую мы убавляем. Провязываем 2 петли одной петлей от рабочей нити. И продолжаем так на протяжении всего ряда. 2 петли в каждую по одной, третью, четвертую убавляем. В этом ряду должно получиться 18 петель. И потом, начиная с самой первой петли, ряд закрываем. Продолжаем вязать следующий ряд. Вяжем 2 петли в каждую по одной, в третью делаем прибавку. Протягиваем в одну петлю одну, во вторую еще одну, а в третью делаем прибавку. Протягиваем 2 петли от рабочей нити. И так повторяем по кругу. 2 петли в каждую по одной, в третья у нас прибавка. 2 петли в одну петлю. И продолжаем так до конца ряда. В этом ряду у нас должно получиться 24 петли. То есть вы должны протянуть 24 петли. И потом, начиная с самой первой петли, мы ряд закрываем. Вяжем следующий ряд. 3 петли протягиваем в каждую по одной, в четвертую мы делаем прибавку. Протягиваем 1, 2, 3. В четвертую петлю у нас прибавка, мы протягиваем 2 петли от рабочей нити. И продолжаем так до конца ряда. 3 петли в каждую по одной. Четвертая прибавка, 2 петли от рабочей нити. В этом ряду у нас должно получиться 30 петель. Ряд потом не закрываем, будем ввязывать лапки.
Итак, мы протянули по кругу 30 петель, и в этом ряду мы должны ввязать лапки. Относительно носика, вот то место, которое у нас отмечено маркером, у нас тут носик. Относительно носика нахожу серединку между петлями, разворачиваю вот так головой к себе. Итак, от маркера отсчитываем в правую сторону 2 петли, 1, 2, и за следующие 4 петли мы ввязываем лапку. Лапку ввязываем следующим образом. Здесь у нас лицевая сторона, с этой стороны у нас изнаночная. Вот там, где косичка красивая у нас идет, мы переворачиваем ее вниз и вот таким образом ввязываем лапку, подхватываем петлю на лапке и петлю на туловище. И за 4 петли мы должны эту лапку ввязать. Протянули 4 петли. Потом лапка у нас вот так откидывается. Вот так получается. Теперь с левой стороны также отсчитываем 2 петли от маркера. 1, 2. И за следующие 4 петли ввязываем вторую лапку. Точно так же прикладываем лицевой стороной вниз. Подхватываем петлю на лапке и петлю на туловище. И продеваем 4 петли. И смотрим, чтобы у нас все было красиво. Если все ровненько, если все устраивает, то тогда, начиная с самой первой петли, мы ряд закрываем. И дальше вяжем следующий ряд. 4 петли протягиваем в каждую по одной, в пятую делаем прибавку. Протягиваем 1, 2, 3, 4 петли протянули. В пятую мы делаем прибавку, протягиваем 2 петли от рабочей нити. И до конца ряда повторяем все то же самое. 4 петли протянули. Пятую сделали прибавку, протянули 2 петли в одну. И так протягиваем до конца ряда. В этом ряду у нас должно получиться 36 петель. И потом, начиная с самой первой петли, мы ряд закрываем. Продолжаем вязать дальше. Следующие 9 рядов вяжем без изменений. Протягиваем в каждую петлю по одной петле. Сейчас у нас в работе 36 петель. То есть 36 петель протянули, ряд закрыли. Это первый ряд. И опять 36 петель протянули, ряд закрыли, второй ряд. И так далее. Продолжаем вязать, пока не свяжем 9 рядов. Провяжите эти ряды самостоятельно. Итак, мы провязали 9 рядов, в каждом ряду по 36 петель, и на данном этапе у нас вот такая вот деталь. Теперь мы сделаем полоски на спине. Находим визуально середину спинки и делаем вот такую вот полосочку. Я полосочки делаю черного цвета. Одну полосочку я уже сделала. Сейчас я покажу, как делать такую полосочку. Вторая у меня будет чуть ниже, и она будет немного длиннее первой. Итак, с лицевой стороны нахожу тот ряд, в который буду вкалывать крючок. Этот ряд вот хорошо видно.
Итак, вот первую петельку я уже достала, завожу крючок с лицевой стороны, а с изнаночной стороны подхватываю петельки черной ниточкой и протаскиваю. Дальше следующую петельку цепляю, протаскиваю и так иду вдоль ряда и вытягиваю каждую петельку. Итак, протянула все петли и теперь просто этот ряд закрываем. Продеваем петля через петлю. Таким образом у нас получается вот такая косичка. И последнюю петлю вывожу на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны лишнюю ниточку отрезаю и эту петельку закрепляю и хвостик прячу. И у нас получаются на спинке вот такие вот полосочки. Дальше вяжем следующий ряд. 4 петли мы протягиваем в каждую по одной, пятую, шестую убавляем. 1, 2, 3, 4. Пятую, шестую делаем убавку. Захватываем за передние стеночки сначала пятую петлю, потом шестую петлю. И петлю от рабочей нити протягиваем через эти 2 петли. И повторяем. 1, 2, 3, 4. Пятую, шестую убавляем. Вяжем так до конца ряда. В этом ряду у нас должно получиться 30 петель. И начиная с самой первой петли, ряд закрываем. Следующий ряд вяжем 3 петли, провязываем в каждую по одной, четвертую, пятую убавляем, протягиваем 1, 2, 3, четвертую и пятую мы провязываем одной петлей от рабочей нити и продолжаем так до конца ряда. 3 петли в каждую по одной, четвертую, пятую убавляем. В этом ряду должно получиться 24 петли. И начиная с самой первой петли ряд закрываем. Теперь мы набиваем туловище, очень хорошо набиваем голову, особое внимание уделяем тому месту, где у нас носик. Набиваем поплотнее в районе шеи и набиваем полностью туловище. Итак, я очень плотно набила голову, особое внимание уделила вот этим местам, где у нас будут щечки и носик. Подобрала глазки. Глазки у меня будут вот такого вот светло-коричневого цвета. Размер глаз примерно 20-22 миллиметра. Устанавливаем глазки там, где они у нас будут хорошо смотреться. И вот такой вот маленький носик. Глазки и носик на безопасном креплении, поэтому сейчас я все установлю, глазки, носик, и потом дальше набью туловище до конца. И устанавливаю глазки. Глазки тоже идут вот с такими заглушками. Если мешает
наполнитель можно немножечко убрать, защелкнуть глаза и потом опять придать форму голове. Итак, я установила глазки и носик, и прежде чем набить туловище, сделала небольшую утяжку. Для этого я вывернула туловище, взяла вот такую вот длинную иголочку, взяла прочную ниточку, завела иголку с внутренней стороны в голову, иголочку выводим с этой стороны глаза. Потом вкалываем иголочку с другой стороны. Здесь у нас должен остаться кончик нити. Иголочку выводим обратно сюда. И то же самое проделываем с другим глазом. Опять вкалываем иголочку с одной стороны глаза. Выводим. И опять вкалываем иголку с другой стороны глаза и ниточку выводим. Дальше здесь вот 2 ниточки мы вот так подтягиваем и утягиваем глазки, чтобы они у нас вот так вот немножко как бы впали. И потом узелочек здесь завязываем, все очень хорошо закрепляем. И у нас получается вот такая утяжка. И теперь уже можно полностью набить туловище. Итак, мы полностью набили туловище, придали ему форму и дальше продолжаем вязать следующие ряды. Сейчас у нас в работе 24 петли и следующий ряд вяжем так. Подряд провязываем 2 убавки. Подхватываем 2 петли за передние стеночки и петлю от рабочей нити продеваем. Первая убавка и сразу же вторую. Подхватываем 2 петельки за переднюю стеночку, петлю от рабочей нити продеваем. 2 убавки провязали. Дальше мы вяжем 6 петель в каждую по одной. 3, 4, 5, 6. Дальше мы должны провязать 3 убавки подряд. Захватываем за передние стеночки и протягиваем петлю от рабочей нити. 1 убавка, 2 убавка и 3 убавка. Дальше мы вяжем 6 петель в каждую по одной. 3, 4, 5, 6. И в конце у нас остается 2 петли. И эти 2 петли мы убавляем. Провязываем 1 петлей от рабочей нити. В этом ряду у нас должно получиться 18 петель. И начиная с самой первой петли мы ряд закрываем. Итак, вяжем следующий ряд. Сейчас нам нужно провязать 2 убавки подряд, подхватываем передние стеночки петли и петлю от рабочей нити продеваем через эти 2 петли. Первая убавка, дальше вяжем вторую убавку. Дальше мы вяжем 3 петли в каждую по одной. Дальше делаем 3 убавки. Первая, вторая и третья. Дальше опять вяжем 3 петли в каждую по одной. И в конце у нас остается 2 петли, мы провязываем убавочку. И в этом ряду мы протянули 12 петель. И начиная с самой первой петли мы ряд закрываем.
По мере вязания мы еще добавляем немножко синтепона. И вяжем последний ряд. В последнем ряду мы делаем 6 убавок. То есть сейчас у нас 12 петель. Мы провяжем 6 убавок. В итоге у нас останется 6 петель. Захватываем 2 петельки сразу и делаем убавку 1. Сразу же идет вторая убавка 2. Третья убавка. Четвертая убавка. Пятая. И шестая. Сделали 6 убавок и ряд закрываем. Дальше это кольцо мы будем стягивать. Для этого нам нужно разрезать несколько петель от рабочей нити и этой ниточкой стянуть отверстие. Мы стянули полностью отверстие. И теперь нам останется пришить ушки. Ушки пришиваем вот таким вот образом. Просто иголочкой с ниточкой по кругу. С одной стороны ушка и с другой стороны ушка. Пришиваем лапки. Вот так мы пришьем лапки. И пришьем хвостик. Хвостик пришиваем вот таким вот образом. Сейчас я пришью все детали: ушки, ножки, хвост, потому что под камерой сейчас это делать совсем неудобно. И вернусь к вам уже с готовой игрушкой. Итак, я пришила все детали. Пришила ушки, лапки, хвостик. Также сделала щечки. Пришила щечки. Щечки делать достаточно просто. Это первые 2 ряда, точно так же, как мы вязали игрушку. То есть между 3-й и 4-й петелькой мы завязываем узелок. Эти 3 петельки мы закрываем. У нас 3 петли. И в каждую из этих 3 петель мы делаем прибавку. То есть в каждую петелечку мы протягиваем по 2 петли. Вот мы должны протянуть 6 петель. И эти 6 петель закрываем. Закрываем эти петли и все. И у нас получается вот такой вот кружочек. Лишнее отрезаем, петельку закрепляем. И щечки пришиваем. Щечки пришивала по кругу красной ниточкой. Захватывала одну петельку на щечке, одну петельку на голове. И по кругу пришивала. Точно так же пришивала ушки. То есть захватывала одну петельку на голове, одну петельку на ушке и прошивала вот так вот их по кругу. Пришила ушко с одной стороны и ушко с другой стороны. Дальше я пришила хвостик. Хвостик пришивала черной ниточкой. Также цепляла одну петельку, подхватывала на хвостике, другую петельку на туловище. Опять петельку на хвостике, петельку на туловище и прошивала вот так вот по кругу несколько раз, наверное, раза 2 или 3 я прошила хвостик, выровняла все по цвету, чтобы все было аккуратненько, и точно так же пришила лапки. Прикладываем лапки к туловищу, смотрим там, где они у нас будут, и также по кругу
прошиваем. Одну петельку на лапке, одну петельку на туловище. Сначала я пришила лапки, а потом я уже между лапками пришивала хвостик. Пришила хвостик таким образом, что вот хвост идет немножко под таким наклоном, но игрушка упирается вот на этот самый хвостик, и благодаря этому игрушка самостоятельно может сидеть. И также обычной черной ниточкой я вышила ротик. И в итоге у меня получился вот такой вот покемон. Если вам понравилось видео, если вам понравился мастер-класс, пожалуйста, поддержите меня лайками, пишите комментарии. Возникнут, если какие-то вопросы, тоже обязательно пишите мне их в комментариях. На все ваши вопросы я отвечаю. А на этом у меня все. Вяжите с удовольствием. Всем удачи и до новых встреч!